Так, добрый день, дорогие водолеи, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2024 года. Да, дорогие, это лето надежд, июнь, июль и август 2024. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. Итак, про июнь вы уже знаете. Все те, кто смотрел июньский гороскоп, примерно понимают, что делать, когда трудиться, когда самые классные моменты. Вообще, если говорить в целом, то для водолеев, ну вот так вот, если обобщить, да, есть, конечно, сложные моменты, есть моменты напряженные, но в целом это один из таких благоприятных сезонов в 2024 к водолеям. Да, мои дорогие, здесь, конечно же, не скажу, что будет столько возможностей, как весной, но все-таки для вас это будут не просто надежды, но я еще надеюсь, что для многих это будет и реализация. Потому что июнь очень классный, интересный месяц, когда будет идти легко. Главное, ускоряйтесь, особенно те водолеи, кто рожден в первой декаде. В июль будет очень успешный и благоприятный, что касается работы. Он будет благоприятен для тех, кто родился во второй декаде, да, то есть это февральские у нас уже идут водолеи. И здесь, конечно, ребята, нужно прям-таки собраться, нужно прям понимать, что вы делаете, для чего вы делаете, куда вы стремитесь, да. Конечно же, есть здесь моменты все-таки, которые будут отягощать, о них я сейчас подробнее расскажу. Август будет тоже непростым. Когда у нас август был простым, поэтому здесь запаситесь терпением в том числе. Август, я бы сказала, будет для вас такой немножко пограничный, но все, естественно, будет зависеть от каждого индивидуального водолея, потому что, сами понимаете, на планете 700-800 миллионов водолеев, и для всех одинаково не может быть гороскоп. Я рассказываю общую тенденцию, основанную все-таки на транзитных картах каждого из вас, но не всех, ребята, не всех, поэтому здесь, конечно же, кто-то попадает, кто-то не попадает, все зависит от времени, места рождения еще каждого, возраста и тому подобное, поэтому здесь составляющих много. Итак, поехали. Июнь у нас прошло, завершилось, как говорится, новолуние 6-7 июня. И день такой достаточно, в принципе, достаточно простой. Скажу, не августовское новолуние, вообще даже близко. Да? Поэтому здесь, конечно же, ребята, действуем активно, внедряемся в работу, продуктивно. Вот тот самый Юпитер, который поменял знак, у нас перешел в Близнецы, благосклонен к водолеям и говорит: работайте, трудитесь. Ну и, конечно же, квадратура Сатурна все-таки говорит, ну, надо бы потрудиться, не просто такой оголделый оптимизм, да, поэтому здесь все-таки есть почва для заземления, есть момент работы. Летом у нас в июне еще 20-21 у нас будет, Солнце перейдет в Рак, и у нас будет летнее солнцестояние. Да, такой достаточно интересный день, день напряженный в каком-то смысле, да, будет очень эмоциональный, ну, естественно, да. И, конечно же, до этого дня буду так накатывать по чуть-чуть эмоции, но было бы классно, если бы вы их конвертировали в творчество, в свою, я бы так сказала, смекалку и креатив. Поэтому здесь, конечно же, не унываем, работаем, трудимся, и будет счастье. Солнце перешло, солнцестояние у нас, и здесь 20 июня солнцестояние будет в западном полушарии, а 21 в восточном. Поэтому, собственно, и две даты, да, потому что на момент как раз-таки, когда будет Солнце переходить в знак Рака, будет как раз-таки и это самое солнцестояние ощущаться в разных полушариях, в разное время. Поэтому, понимаете, да, в разные сутки оно наступит. Идем дальше. Эмоциональный день, Нептун в квадратуре с Солнцем, и здесь, конечно же,
Держите эмоции под контролем, понимайте, что нет ничего приятного в сказанном, если вы на следующий день передумаете. И даже если вы передумаете, было бы неплохо извиниться для того, чтобы не испортить отношения, потому что все-таки солнцестояние такой день, который важен для нас, для всех эмоционально. На момент, естественно, солнцестояния, Солнце будет в соединении с Венерой, в соединении с Меркурием, все это добро будет в Раке. Рак — это эмоциональный, семейный, добрый, приятный, такой теплый, с обнимашками знак, который, конечно же, за то, чтобы все рядышком были счастливы. Поэтому помните, что это такой день сложноватый, да, эмоционально сложноватый, конечно, но мы же мир, дружба, жвачка, поэтому здесь, дорогие водолеи, понимайте всю ответственность за своих близких и дерзайте, все будет хорошо. Гораздо сложнее следующий день, это у нас будет как раз таки полнолуние 22 июня, неважно в каком вы находитесь полушарии, полнолуние у нас будет в Козероге. Да, полнолуние в Козероге, вот это достаточно такой будет напряженненький день. Что будет в этот день происходить такого сложного? Собственно, захочется поработать, отлично. Прекрасный день что-то запустить, хорошо. Если вы можете как раз таки до полнолуния в эти 2 недели что-то запустить, тоже хорошо. Главное здесь понимайте, что эмоциональный фон будет очень сильно тормозить. Поэтому сила воли, смекалка, главное креатив и все-таки оптимизм будут, я бы сказала, на коне. Поэтому здесь действуйте. Полнолуние в Козероге вас, естественно, тоже, так я бы сказала, заземлит, настроит на рабочий лад, поэтому работайте и трудитесь. Что касается последней недели июня, то здесь, конечно же, у нас последняя неделя – это неделя остановки Сатурна. Разворачивается у нас Сатурн, с 30 июня идет в ретроградное движение. И все лето будет идти в ретроградном движении. И, конечно же, дорогие водолеи, все, что не делали в работе, не доделали, не смогли, не реализовали в творческих проектах, креативных, делайте, внедряйте. Делайте, внедряйте, особенно те водолеи, которые родились в первой декаде. Прекрасное, отличное время для того, чтобы потрудиться. Все будет для этого. Креатив, творчество тоже будут с вами. Вдохновение обязательно. Но вдохновение уже больше подключится. Это уже у нас будет июль. С 3 июля у нас еще разворачивается Нептун. Прикреплю в конце ролика видео Нептун в натальной карте. Откройте свою натальную карту, посмотрите, где он у вас находится, за что он у вас отвечает, потому что положение Нептуна в натальной карте говорит в прямом смысле о том, за что в вашей натальной карте отвечает, естественно, каким домом управляет Нептун, да, поэтому у кого-то Нептун может отвечать за деньги, у кого-то за друзей, у кого-то за детей, у кого-то за супругов, у кого-то за любовников, поэтому здесь, ребята, понимаете, что вот, собственно, и складывается, из чего у нас. У каждого по-разному работает Нептун. У кого-то это могут быть просто эмоции, переживания и тому подобное. Но скажу по секрету, все те эмоции, переживания, все те творческие проекты, даже само вдохновение, да, здесь, конечно же, придется такой большей силой, с большей отдачей в момент как раз-таки, когда Нептун пойдет в ретроградное движение, поэтому все, что вы хотели, могли, делали и не сделали, да, не доделали, не смогли внедрить весной, да, то есть последние 3 месяца, как раз-таки в это лето, то есть июль, август и даже там еще осень будет, время как раз-таки это доделать и внедрить. По крайней мере, будет вдохновение. Здесь, конечно же, скажу, что есть вариант залениться и ничего вообще не делать, да, но давайте по-взрослому. Делать надо. Не потому, что я так сказала, да, а потому что август будет гораздо сложнее, чем июль. И здесь такая, знаете, история
сложноватая к принятию, да, но она, как правило, вот сколько вы помните августов, которые в жизни вашей были такие классные, интересные, продуктивные, постоянно что-то мешало, постоянно какие-то проблемы, загвоздки, какие-то тормоза, да, но все-таки в это лето нужно еще потрудиться, потому что в конце лета, с 1 сентября, Уран, ваш главный управитель, мощнейший, мало того, что он в августе будет круто там шалить, да, так еще и с 1 сентября он уходит в ретроградное движение, и эта история всегда на полгода, плюс-минус, ребят, поэтому вот такая история. Июль начинается бодренько, ретроградный Нептун, эмоции, конечно же, будут идти впереди планеты всей, это неплохо, трансформируйте это в креатив, творчество, вдохновение, начинайте внедрять то, что всегда хотели и боялись, и не могли, или вот такая история, когда мне очень часто говорит, я вот еще хотел в подростковом возрасте вот это сделать. Я говорю, ну так делайте сейчас. Ну как-то вот уже столько лет прошло, а я все думаю и думаю. Я говорю, ну раз до сих пор думаете, значит точно надо попробовать. Почему нет? Потому что у людей сейчас такая очень мощная и большая иллюзия того, что если кто-то что-то к чему-то пришел и заработал, то это далось ему легко, ему кто-то дал, как-то так получилось, сложилось, интересненько. Ребят, нет, все трудом. Все трудом, и поэтому здесь, конечно же, оптимизм это хорошо, вдохновение это хорошо, но все-таки разворот Сатурна с 30 июня заставит в том числе и вас, дорогие водолеи, потрудиться. Итак, 6 июля у нас с вами у всех будет новолуние, и будет оно в Раке. И здесь история такая, знаете, я бы сказала, ну, это новолуние очень сильно отличается от того новолуния, которое будет у нас, ну, я бы так это сказала, в августе. Поэтому здесь в это новолуние работаем, внедряем. Хочется много сделать, делайте. Потому что и здесь будет как раз-таки после новолуния у нас еще и финансовая история начнет так нас тормошить хорошо, и это на самом деле прекрасно, потому что Венера будет в оппозиции с Плутоном, да, сразу после новолуния с 7 по 18 июля, и здесь истории финансов, истории проектов, которые нравятся, и прям обстоятельства будут как раз-таки те самые, которые будут заставлять вас чем-то заниматься, тем вот обстоятельства будут прогибать, чтобы вот вы начали наконец-то вот в себе вот эту глубокую историю, чтобы начать делать то, что вам нравится. Да, хорошая история. Здесь главное не пылите, не ругайтесь с близкими, потому что оппозиция Венеры с Плутоном это всегда история продавить, история отстоять свое, манипуляции, история абьюза в том числе. Здесь, конечно же, не лучшее время переносить вот все свои финансовые вопросы и вопросы, я бы сказала, стратегических из бизнеса историй, да, на личную жизнь. В личной жизни это, конечно, легко взять и вот так вот расстаться, взять вот так вот все вот это вот поменять, выкрутить, да, но, ребята, девчата, будьте, пожалуйста, мудрыми и подключите всю свою мощь и силу, все свои манипуляции в работу, в карьеру, в продвижение. Поверьте, спасибо себе, потом скажете. Пользуйтесь этой историей, пока Плутон как раз-таки идет по знаку Водолея. Он еще в Водолее, и ему там очень хорошо и прекрасно. И здесь, конечно же, понимаете, что это новолуние 6 июля, оно классное для работы, оно классное для того, чтобы искать связи, коллектив, для продвижения очень классно, для пиара тоже хорошо, запускайте проекты, внедряйте все, что вам хочется, особенно те водолеи, которые родились на стыке месяцев, да, то есть конец января и начало февраля, вам вообще будет супер классно, у вас будет такое ощущение, что вам прям фартит, да, в ваших транзитных картах Уран будет делать прямой такой трин к вашему Солнцу, поэтому кайфуйте и делайте. Ребят, что еще? Здесь, конечно же, понимаете, что Уран
и Сатурн, два ваших управителя, они находятся в классном таком секстиле, который в прямом смысле про деньги, про продуктивную работу, про работу такую мощную, потому что сразу с 7 июля, да, начинается соединение и Марса с Ураном, и здесь такая мощь, активность, деловитость, продуктивность, вот прям пробивные такие способности, все это добро в Тельце заточено на то, чтобы зарабатывать деньги, поэтому если вы давно хотели, ждали вот этого настроения, действуйте. Не портите себе, я бы так сказала, июль, потому что июль прекрасное время для работы. И здесь, конечно же, до 18 июля шикарное время, потом начинают по чуть-чуть разъезжаться Марс с Ураном, уже энергия будет не такая мощная, пробивная, но все-таки работать еще можно. Ну и что, мы плавно движемся к полнолунию. 21 июля полнолуние у нас с вами будет в знаке, ну в каком, конечно же, в Козероге, плюс в соединении с Плутоном, да, и здесь, я бы так сказала, такая интересная, мощная и страстная энергия, но в том числе для работы. Для работы будет классно, активно, особенно те водолеи, которые родились в самом начале водолейского времени, то есть первые 5 денечков у вас будет прям вот классно идти в работе, энергия будет мощная, там и Уран, да, там и Марс будет вот так подстегивать. И здесь, конечно же, будут складываться такие, я бы сказала, мультитранзиты для того, чтобы у вас многое чего получалось. Делайте свои события в жизни, создавайте, не сидите, не стойте, вы потом будете сожалеть об упущенном времени. Ну что, идем дальше. И как раз таки меня все спрашивают, когда же у нас будет ретроградный Меркурий. Он совсем уже скоро-то на самом деле, да. После, я бы так сказала, полнолуния. Что у нас такого важного, да? У нас идет квадратура такая мощная и интересная. Урана с Меркурием, который еще на самом деле во Льве, который еще не ретрограден. И здесь история классного освоения знаний, да, знания, которые сложные вам не давались, да, которые вы раньше не могли раскусить, да. История обучения, получения образования, сдачи экзаменов, хоть и немножко напряженная, но получится. Поэтому последние недели июля и даже в полнолуние можно прекрасно вписаться в какие-то истории экзаменационные. И здесь, конечно же, получится хорошо. К августу начнет разъезжаться эта квадратура. И дальше у нас что? Конечно же, можно было сказать, построить лунар, как строят многие астрологи, на новолуние. Новолуние следующее у нас будет как раз-таки во Льве, то есть и Солнце, и Луна, все во Льве, прекрасный секстиль с Юпитером, можно дарить подарки, кайфушечки, да, и все вот это такое классное, прекрасно. Но у нас в последние часы новолуние всегда длится сутки, включается, естественно, кто? Ретроградный Меркурий. И, конечно же, что? Ну, подгребают планеты так, что у нас еще и Уран в квадратуре с Венерой. Поэтому здесь, дорогие водолеи, последнюю неделю июля прекрасное время для учебы, для знаний. Пожалуйста, будьте внимательнее за рулем, потому что Меркурий все-таки во Льве и в квадратуре с Ураном. Будьте внимательнее за рулем, не ругайтесь, не скандальте. Особенно не скандальте в любовных отношениях, потому что это будет сложно переноситься, да? Итак, последнюю неделю июля и первую неделю августа сложное время для любовных романтических отношений. Такой момент. Вообще Венера-Уран – это аспект всегда разводов,
это всегда аспект освобождения, увольнения с работы в том числе, потеря финансов в том числе. Но потеря финансов это в основном зачастую бывает, когда мы уходим с работы. И я бы так сказала, под действием Урана это всегда происходит резко и быстро. И здесь, конечно же, понимаете, не пылите, подождите. Этот момент временный, все временно, ребят, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливее. Я знаю, как хочется иногда все встать и уйти, но надо потрудиться, потому что жизнь нам дает такой шанс, когда мы очень можем много чего исправить и не натворить лишних дел. Поэтому не пылите. С 5 августа у нас ретроградный Меркурий, который находится в квадратуре с Ураном, в соединении с Венерой. И здесь, конечно же, знаете, такая история, которая, это еще вот это все добро находится в знаке Девы, когда мы не просто тормозим, да, когда мы еще докапываемся до мелочей и выискиваем чьи-то промахи. И здесь такая история, что очень легко будет разойтись в личной жизни, в отношениях, поэтому здесь, дорогие водолеи, на вас, естественно, личная жизнь и отношения влияют очень сильно, у вас с этой эмоциональной подпитки и финансы хорошо идут, поэтому здесь, конечно же, понимаете, свободный водолей это прекрасно, но романтика, дружба, вот этот флер такой легкий, да, это хорошо. Это все прекрасно, хорошо, но это приходит у вас от доверительных отношений. Поэтому здесь вложите больше усилий для того, чтобы построить доверие в ваших отношениях, да, больше терпения, потому что Меркурий в 9 требует от нас, от всех терпения, и как ни крути, это такой момент, требует больше усидчивости, больше внимания и, конечно же, не уходить от своих проблем. Вообще этот август, он такой, знаете, для того, чтобы не уходить от своих проблем. Проблем будет много. В основном это будут те истории, которые давным-давно забросили и не захотелось возвращаться к ним, да. Поэтому здесь с новолуния, конечно, нужно быть аккуратным, да, не спорить, особенно не спорить за рулем, не гонять за рулем, потому что в тот момент, когда ретроградный Меркурий покинет знак Деву, а это будет, вот понимаете, это будет вот прям буквально с 15 августа, всего лишь буквально 10 дней, Меркурий будет в Деве, и потом оставшиеся, там еще можно тоже сказать, больше 10 дней, потому что ретро-Меркурий у нас с 5 по 28 августа, фактически на весь месяц, поэтому здесь история такая, что оставший период времени, да, с 15 по 28 августа ретро-Меркурий будет во Льве, а это такой оголделый оптимизм, чувство такой легкости, самоуверенности, но при этом этот Меркурий будет в квадратуре с Ураном. И здесь, ребята, все действия, все ошибки будут, я бы так сказала, пойманы ловко. Поэтому здесь, конечно же, будьте аккуратны, будьте внимательны. Ни в коем случае не запугиваю, ни в коем случае не хочу натворить смуты, но здесь история того, что будьте аккуратны, не выпячивайте свое эго и живите, я бы так сказала, знаете, по совести, по чести, потому что история того, что все-таки заставят нас потрудиться в этом августе, это однозначно, да, потому что с самого новолуния, вообще августовское новолуние, оно такое очень мощное, да, казалось бы, не с первого дня новолуния, да, а вот прям, получается, с первого дня новолуния, потому что сам новолуние не считается как день, да, и здесь история того, что 4-5 августа, зависит от того, где вы проживаете, как раз таки складывается и квадратура Сатурна с Юпитером, а Юпитер в соединении с Марсом. И здесь история еще и, помните, да, что Сатурн ваш второй управитель, и здесь история хочется прям эго-гордыни выплеснуть, да, и предъявить претензии, и несмотря на то, что Юпитер в принципе к водолеям, он такой в этот момент благодушный, в принципе, да, но история такова, да, вот мы добрались до тех водолеев, кто родился во второй декаде,
это начало февраля, да, то есть первые 10 дней февраля. Здесь история про то, что да, будет хорошо получаться, но без труда получаться не будет. Поэтому да, дорогие, этот аспект сохранится у нас достаточно прилично, да. Здесь, конечно же, еще понимаем, что у нас точная, мощная идет квадратура Меркурия с Ураном, продолжается. И скажу так, да, хочется мне, конечно, сказать, и вот что вот так вот будет все романтично и приятно, но с 15 августа и по конец месяца история будет, знаете, такая непростая. Можно будет, да, классно трудиться, классно что-то делать, внедрять, идти проект за проектом, реализовываться в работе, но без труда, ребята, не получится. И здесь Сатурн с Юпитером будут, я бы сказала, в такой серьезной, мощной, жирной квадратуре, да. Здесь, конечно же, и Уран еще будет с Меркурием, но уже разъезжается, да, то есть к 31 августа у нас вот эта вот история. Меркурий уже не ретроградный, но все-таки еще во Льве в квадратуре с Ураном. И история, знаете, такая, ну, необходимо будет прям внимательно отнестись к этому периоду. Травмоопасный, да, конфликтный, да. То есть это тот, я бы так сказала, сложный момент этого лета, дорогие водолеи, который дастся вам, ну, с трудом. Без труда не получится. То есть вот если 2 месяца лета можно будет прям активничать, действовать, работать, что-то делать, внедрять, то последние 2 недели будет сложновато. Хотела бы я сказать, что начало сентября будет полегче. На самом деле разъезжаются все вот эти вот мощные, сложные аспекты, да. Но, ребята, 1 сентября разворачивается ваш управитель Уран, и он уходит в ретроградное движение. А эта история обычно у нас на полгодика. Да, поэтому, да, мои дорогие водолеи, хочу сказать в целом, что для вас это лето будет активное, продуктивное, и удача будет вам сопутствовать, как все любят говорить и спрашивать: Женя, когда повезет? Говорю, что все лето, в принципе, будет вести, но вот август – это месяц, когда необходимо будет потрудиться. В конце июля начнется уже труд в любовных отношениях, необходимо будет более тактично, более этично и более красиво. Ну и, конечно же, добрая половина августа. Здесь история, первая половина августа, она такая достаточно травмоопасная, она на внимательность, проверяйте документы, будьте аккуратны в контактах, не назначайте встречи, которые вы думаете, что вы не придете, обещания, которые не выполните, потому что ретроградный Сатурн с конца июня будет, конечно же, очень сильно наказывать и по финансам, и по репутации, потому что Сатурн – это про репутацию в социальном, ну, я бы так сказала, плане. И здесь, ребят, понимаете, что все зависит от вас. В целом, глядя на другие знаки зодиака, я скажу, что у вас очень даже классный гороскоп на это лето. Да, нужно будет потрудиться, да, нужно быть внимательнее, но я бы не сказала, что это 3 месяца сложностей и сложностей. Нет, каждому, как говорится, по силе. Ну и понимаете, что у нас на планете 700-800 миллионов водолеев, все живут в разном времени, часовом поясе. Все родились в разное время, в разные года, у всех разное воспитание и уровень прохождения трудностей. Если же в вашей натальной карте Сатурн силен и Уран силен, да, то есть если вы прям водолей, и вы смотрите там все мои гороскопы и говорите, ну прям вообще про меня, если по Солнцу вы прям вот водолей и умеете вот все трудности проходить и преодолевать, тогда многие проблемы вам дадутся легко. То есть вы их перепрыгнете, как истинный водолей, не будете на них зацикливать. Будете просто эти задачки, как орешки, щелкать. Поэтому здесь, конечно же, будьте водолеем, питайте свое водолейское солнце, переходите на новый уровень, и все у вас будет хорошо. Дорогие мои любимые водолеи, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Обязательно пишите дату, время и место вашего рождения.
И, конечно же, я обязательно отвечу на ваш вопрос. Пишите вопрос точно так же, потому что, написав только данные, я, конечно же, ребята, не могу догадываться, что вам интересно, потому что, открывая ваши транзитные карты, я открываю персонально каждого транзитную карту и говорю, что у вас примерно происходит или когда будет. Естественно, все только в рамках вашего вопроса. Кому хочется гораздо больше, приходите на консультацию. В описании под видео все ссылочки и тайм-коды обязательно вам укажу. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам классного, продуктивного лета, чтобы ваши надежды в конце этого лета не рухнули, а наоборот только увеличились. И не просто в надеждах, а в материальном, финансовом и в уровне вашего благосостояния. Пусть оно будет ментальное и физическое, неважно. Главное, чтобы вы были счастливы. Ребят, спасибо большое, что были здесь. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.